Всем привет, друзья! Небольшая ремарка перед тем, как мы начнем говорить о теме ролика. Постоянный зритель канала знает, что я обычно лежу в темном помещении, на меня светит лампа, но сейчас у нас очень светло, и вообще на меня светит очень ярко солнце. В Питере замечательная погода, солнечная, но чтобы оно меня не слепило, позвольте я надену свои фирменные очки. Те, кто подписан на мой инстаграм аккаунт, знают, что я вот так вот в них часто фоткаюсь. И вообще, если вы следите за темой технологий, то знаете, что на канале Droider вышла такая вот новая рубрика «Попробуем уложиться». Так вот, это у меня «Попробуем уложиться», потому что сейчас уже практически вечер, солнце садится, и вы заметите, наверное, что в начале ролика будет достаточно так вот светло, и под конец будет темнеть, потому что я все-таки не с первого дубля все записываю, и вот так у нас будет от светлого к темному, и, в общем-то, давайте уже начинать. Итак, тема сегодняшнего ролика — это Google Pixel 3a, или почему он перевернет рынок мобильных устройств, по крайней мере, на рынке США. Как многие из вас знают, на прошедшей презентации Google I.O. 2019 Google представила свое новое мобильное устройство, это Google Pixel 3a. Для тех, кто не в курсе, я объясню, почему этот телефон в принципе заслуживает большого внимания, почему о нем реально стоит говорить. Первое и самое главное, собственно, то, чем и славится смартфон Google, это, конечно же, камера. Так вот, Google Pixel 3a поставили камеру от флагманского устройства Google Pixel 3, минимальная комплектация которого начинается от $800. Так вот, так как Google Pixel 3a у нас является представителем среднеценового сегмента, и в этом классе он будет разрывать попросту всех своих конкурентов с камерой от старшего собрата. Второе — это чистый Android, но здесь у нас не обычный чистый Android, как, например, на Xiaomi Mi A1, это чистый Android на смартфонах Pixel напрямую от Google, и какие здесь есть уникальные фишки. Это, конечно же, Google Duplex, который был представлен на прошлогоднем Google I.O. 2018, сейчас он работает практически во всей Америке. В чем прикол? Вы берете свой Google Pixel 3a, либо Google Pixel 3, вызываете Google Ассистента и говорите: Google Ассистент, закажи, пожалуйста, для меня столик на двоих завтра вот в таком-то ресторане. Все, Google Ассистент берет, звонит в этот ресторан сам и заказывает столик на вас и на конкретное время. Вам не нужно ничего делать, и это реально уже работает. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. Вторая крутая функция — это call screen, который защищает от спамщиков, либо от незнакомых номеров. Как это работает? Например, вам звонит незнакомый номер, либо какая-нибудь фирма, там есть определитель номеров, это даже в России работает. Так вот, вам звонит какой-то незнакомый номер, вы не хотите с ним общаться, нажимаете на call screen прямо на звонилке, и Google Ассистент в прямом эфире начинает разговор с этим человеком. И вы видите в текстовом формате, что вам человек отвечает. Если вы как-то заинтересованы, но до сих пор не хотите разговаривать, нажимаете «Расскажи еще», либо «Давайте поговорим попозже», либо «Вообще больше мне не звоните» и занести этот телефон в черный список. Я про эту функцию уже рассказывал в отдельном ролике, сейчас всплывет плашка в правом верхнем углу. Если вам интересно, после этого ролика можете об этом поподробнее узнать. А также прикол чистого андроида в Google Pixel 3a, что он будет получать 3 года полноценных обновлений, то есть сейчас у нас 2019 год, и обновления будут приходить вплоть до 2022 года, что не может не радовать, особенно за ту цену, про которую мы поговорим далее. И все это добро у нас начинается от $399. Что вы за это получаете? Флагманскую камеру от смартфона за $800 минимальной комплектации, 3 года обновлений, уникальные фишки, Google Duplex, Call Screen, хороший OLED-экран. И вообще многие телефоны это называют реинкарнацией линейки Google Nexus. И телефон получился реально классным. Я сейчас уже сниму очки, солнце вроде как меня уже не слепит. Но в чем прикол? На русскоязычном пространстве я заметил, тогда же и касается западноевропейских стран, многие думают, что Google Pixel 3 это такие вот нишевые устройства, которые покупают только гики, и они нафиг никому не нужны. Это было с Google Pixel 3, Google Pixel 2, да, я понимаю, это реально так и было. Но конкретно этот телефон перевернет рынок не только из-за своих характеристик, там, качества, цена, но еще по многим причинам, которые я сейчас вам расскажу. Смотрите, как работает американский рынок. На нем есть не только Apple, Samsung, Google, HTC, там, я не знаю, и другие производители устройств, но также есть и операторы связи. И операторы связи — это главная движущая сила в продаже устройств. Смотрите, в чем прикол. В Америке операторы держат своих устройств не по месяцам, как у нас, да, то есть ты каждый месяц платишь абонентскую плату. В этом месяце я, допустим, пользуюсь МТС, захотел, перешел в Мегафон, либо в Теле2, неважно. Там они держат людей по годам, у них годовые контракты. Это намного выгоднее, потому что если вы будете просто пользоваться месячным контрактом, как у нас, то вы будете платить условных $60-70 в месяц. А если вы покупаете годовой контракт, то стоимость связи снижается заметно. Это $25-30. И к тому же, если вы покупаете годовой контракт, многие берут и устройства по этим годовым контрактам. И там вы, во-первых, экономите на устройстве, они, допустим, продаются условные не $700, а 550. И плюс вы еще на связи экономите. В общем, там плюс-плюс у всех это достаточно сложный рынок, сложно объяснить. Это сложно объяснить с точки зрения математического, как там они взаимодействуют, операторы, производители устройств, потому что там иногда посмотришь, ну прям какие-то нереальные условия, но это нас-то не особо касается. И, собственно, в чем прикол? Почему Google Pixel у нас исторически не очень хорошо продавались? Они продавались только через одного оператора связи, а в Америке их основных 4 оператора, собственно, как и у нас в России, например. То есть у них есть Verizon, AT&T, T-Mobile и Sprint, и у нас-то вот есть МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.
Так вот, представьте, что Google пиксели продавались только через одного оператора. Как мы выяснили, что люди там сидят просто по годам. Они не переходят с одного оператора на другого так вот просто спонтанно. А вот они используют Sprint, они используют AT&T, и они ими пользуются, но они не могут перейти. А Google пиксели продавались только через Verizon. Зачастую они были залочены. То есть есть еще такой термин unlocked и locked смартфон, да. И люди покупают в основном устройства все-таки через салоны связи, да. Это была такая даже ситуация с Xiaomi, что они долгое время продавались только через онлайн, и до какого-то момента они дошли до пика, и все, у них остановилось развитие, и они в срочном порядке начали просто открывать массово свои офлайн-магазины, и бизнес снова стал расти. И то же самое вот сейчас происходит в Google. Так вот, что касается Google Pixel 3, он теперь будет передаваться не только в Verizon, а во всех 4 операторах. Это Verizon, AT&T, T-Mobile и Sprint. И это прям огромный, как говорят, step forward для продажников, потому что теперь любой желающий в Америке сможет купить себе смартфон Google Pixel 3 и не расставаться со своим оператором, и для них это очень сильно болезненно с финансовой точки зрения. Итак, первый шаг мы выяснили, почему Google Pixel 3 будет продаваться намного лучше, нежели чем свои предшественники, то, что он теперь продается во всех операторах мобильной связи. Второй шаг. Теперь Google Pixel 3 будет продаваться еще в крупных онлайн-магазинах наподобие Amazon и Walmart. Если вы не в курсе, то Amazon это супер гигантский интернет-магазин, особенно в Америке, им пользуются порядка, если не ошибаюсь, более 60% жителей страны регулярно покупают оттуда вещи. Walmart это самый крупный гипермаркет, у них тоже есть большой онлайн-магазин, и, грубо говоря, вместе они занимают, условно говоря, 75-80% рынка. Так вот, Google Pixel 3a будет продаваться на этих площадках, и, соответственно, они не только охватывают офлайн площадки конкретных операторов, так еще и онлайн-зону. Также, в чем заключается третий шаг в продвижении этих смартфонов? Google при продаже Google Pixel 3 дает любому человеку, кто их купил, $100 купон на покупку других своих устройств. То есть, грубо говоря, вы покупаете Google Pixel 3, вам дают купон на $100, и вы еще покупаете там 5 колонок Google Home Mini. А халяву на самом деле любят не только в постсоветских странах, но и в Америке тоже не дураки живут. Они тоже понимают, что, блин, покупаешь телефон, тебе еще $100 все это сверху накидывают. Это вообще просто супер. И теперь подробнее поговорим про цену. Что такое $399 для среднестатистического американца? То есть, если для нас $399 400 умножить там, на 65, это примерно 25 тысяч рублей, там плюс-минус, в зависимости от курса, то для американца $399 это сродни 15-13 тысяч рублей. То есть, Google Pixel 3a для них это как для нас условно Redmi Note 7. Про обзор, который, кстати, тоже уходил, всплывашка вот сейчас выскочит в правом верхнем углу. И теперь вы понимаете, что Google реально играет в очень серьезную игру, а не так, как их обвиняли, что они просто там что-то дразнятся для имиджа делают эти устройства. Они реально начали продаваться во всех операторах, в самых крупных интернет-магазинах. Они сделали нереальную конкурентную среду, засунули какие-то нереальные фишки в этот смартфон. И это реально уже, как сказать, шаг другим производителям, что Google реально начинает с ними, условно говоря, войну. С тому же самому Samsung, Apple, они просто напрямую объявили войну. И это еще один звоночек для тех же Huawei и Samsung, чтобы они сильнее еще развивали свои собственные операционные системы. Потому что они сейчас сидят на Android, а если Google Pixel займут достаточно большую долю пирога на рынке смартфонов, они начнут какие-то эксклюзивные фишки просто все отдавать Google Pixel. И те же самые Samsung, Huawei, они просто не будут ничего не получать. А собственными оболочками, ну, не сможешь вытащить. Ты не сможешь разработать с нуля тот же Call Screen, Google Duplex. А сейчас на это Google очень сильно давит. И еще один пример того, что Google реально серьезно взялась за этот рынок, по крайней мере, за собственный американский. Смотрите, сейчас Apple открывает новый Apple Store в Вашингтоне в старой национальной библиотеке, если я не ошибаюсь. Так вот, Google напротив этой библиотеки повесили огромнейший баннер с Google Pixel 3a и назвали iPhone X, но все понимают, что это iPhone XS, iPhone X, и они просто нереально троллят, и люди же, когда будут приходить на презентацию там, Apple Store, они просто ходят по улице, и они видят вот эти огромные баннеры Google Pixel 3a, они видят, что они продаются на каждом шагу у любого оператора, и они просто захотят попробовать что-то новое. Потому что на американском рынке, грубо говоря, есть только две марки. Это Apple и Samsung. И люди к ним уже настолько приелись. Вот если даже зайти к нам в Яндекс.Маркет и почитать комментарии, что люди пишут, то я купил такое устройство, потому что мне надоело iPhone. Перехожу с iPhone, просто хочется что-то новое. Прикиньте, у них есть только две основных марки. Это Apple и Samsung. И людям просто, я не знаю, морально хочется чего-то нового. И они, конечно же, будут покупать Google Pixel. И последний момент, о чем хочется сказать, очень много мыслей в голове. Сейчас эти смартфоны стоят $400. Если зайти на тот же Amazon и посмотреть refurbished Google Pixel 3, они сейчас там стоят по $500. Так вот, это то есть восстановленные. И вспомните ситуацию с iPhone SE, когда он на старте стоил каких-то достаточно больших денег, но потом через год, либо полтора, я точно не помню, они стали стоить у нас в стране по 20 тысяч, 18, и они просто расходились как горячие пирожки. Google Pixel 3 будет то же самое, он сейчас стоит неплохих денег, а refurbished он будет стоить, я не знаю, там $250, и это просто будет must have.
За условный восстановленный Google Pixel 3a через год вы будете получать флагманскую камеру, как я уже сказал, 3 года обновлений, то есть на тот момент тоже будет 2 года обновлений, крутые фишки от Android напрямую от Google, и это, я не знаю. В общем, друзья, такие мысли постарался объяснить и аргументировать, почему Google Pixel 3a перевернет игру, по крайней мере, на американском рынке. Я еще хотел захватить индийский рынок, так как, если вы не в курсе, то индусы очень любят Google Pixel, потому что, во-первых, половина компаний Google это уже индусы, у них очень сильное лобби в Индии. Если вы зайдете в Instagram и по хэштегу Team Pixel, увидите, что там где-то 1/5 это индусов, они часто покупают флагманы Google Pixel 3, а Google Pixel 3 просто будут раскупать, а так как там это рынок больше китайского в потенциале, просто офигенные планы у Google, то есть если понимать, что они делают с перспективой 5-10 лет, это очень серьезная заявка для тех же Apple и Samsung, что они будут просто как-то развиваться и делить рынок с Google. Ну и подводя итоги, мы вроде как уложились, солнце уже зашло за соседнее здание, вижу, что меня плохо видно, освещение не очень, и я надеюсь, что ролик вам реально понравился, вы узнали что-то новое, я постарался донести свои мысли, объяснить, почему случится то, иное, и я попытался это реально аргументировать, и не просто так, что вот он разорвет всех, потому что он стоит $399. Ладненько, уже пора заканчивать, договорился. Как обычно, увидимся в следующих роликах. Всем большой удачи, всем пока.